Здравствуйте, друзья! Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал во французском Монпелье. Сказать, что данный турнир стал долгожданным для российских зрителей, конечно, нельзя. ИСУ не допустила российских фигуристов до соревнований, а так как россиянки на данный момент являются сильнейшими фигуристками планеты, для зарубежных спортсменов чемпионат мира 2022 – уникальная возможность забраться на пьедестал почета. Американка Марая Белл выступила довольно чисто, хоть и не безошибочно. Недокрученный тулуп в каскаде судьи решили не заметить. Как итог, 72,55 балла. Американка Карен Чен, занявшая 4-е место на чемпионате мира 2020-2021, в отсутствие россиянок называлась одной из главных претенденток на призовые места в нынешнем турнире. В итоге фигуристка исполнила каскад тройной луц, тройной тулуп, двойной аксель, и отсутствие прыжка, это сложно было даже бабочкой назвать, вместо тройного ридбергера. Провальное выступление, 66,16 балла от судей за короткую программу. Японка Вакаби Хикучи заявила в короткой программе тройной аксель, однако прыжок не получился совершенно. Отрицательный гой и лишь двойной аксель, а также недокрученный тулуп в каскаде, 67,3 балла. Каори Сакамото, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2022, даже не заявила тройной аксель в первый день соревнований. Однако, будем честными, с такой конкуренцией этого и не требовалось. Довольно чистый прокат и заоблачный для нынешнего чемпионата мира 80,32 балла от судей. Личный рекорд фигуристки. Представительница США Алиса Лью в последнее время показывает не самый высокий уровень фигурного катания. Конечно, о попытке тройного акселя даже речи и не шло. Среднее выступление. Алиса Лью не смогла сдержать слез после проката, прекрасно понимая, что рано или поздно российских фигуристок вернут, и шанса на пьедестал у нее больше не будет. Однако, увидев оценки, американка сразу повеселела. 71,91 балла за короткую программу. Фигуристка из Кореи Йонг Ю заявила в короткую программу тройной аксель, однако, как и все остальные фигуристки, сегодня не пошла на него. Еще один средний прокат. Судьи в очередной раз не поскупились на оценки. 72,8 балла и личный рекорд. Бельгийка Луна Хендрикс, получившая травму перед чемпионатом мира, вышла на лед с забинтованным бедром. Не безошибочное выступление, 75,1 балла за короткую программу, и неимоверная радость фигуристки, которая явно не ожидала такой щедрости от судей. Перед стартом чемпионата мира я ожидала, что в отсутствие россиянок фигуристки будут зубами в лед вгрызаться, показывая свой максимум. Ведь другого такого случая может больше и не случиться, однако что мы увидели? Множество ошибок и совсем несложные программы. Если на Олимпиаде было множество попыток тройных акселей, так как иначе с россиянками бороться попросту невозможно, то на чемпионате мира в первый день соревнований мы не увидели ни одного элемента ультра-си. Из всех выступлений можно выделить лишь прокат Сакамото, да и то с неадекватно высокими баллами, особенно для чемпионата мира. Можно было бы предположить, что фигуристки в знак солидарности с россиянками решили дискредитировать чемпионат мира, однако, конечно, это не так. Таков уровень женского фигурного катания в мире в отсутствие российских фигуристок. На судьи, дабы поднять престиж чемпионата мира, очень щедро оценивают выступления спортсменок. Подводя итоги первого дня соревнований, я бы выделила лишь явно завышенные оценки, слабые, блеклые прокаты и множество ошибок. И это всего лишь короткая программа, а что будет в произвольной? Четверными у нынешних участниц и не пахнет.